Сейчас очень многие люди занимаются хатха-йогой, медитируют, мантры читают. Вот, и недавно как-то зашел разговор, мы опять в Кащуны. Вот, вернусь к вопросам о двух путях раскрытия очистки сушумны и раскручивания вихря. Вот. То есть один путь там снизу вверх, да, как вот вы описывали, но при котором должно быть там хороший правитель, хороший народ и так дальше. Вот. А другой сверху вниз. Вот. Ну, соответственно, в Гите об этом же и говорится. Вы можете немножко пояснить, какой сейчас приемлемый и в чем какая разница? Ну, те, кто начинает открывать чакрамы снизу вверх, как это раньше в былые времена были, он сталкивается с многими проблемами, потому что все чакрамы, что ниже пояса, они как бы считаются демоническими. Ну, например, там свадхистхану начинает человек открывать, это сексуальный плексус, то есть сексуальный чакрам. И, естественно, у него уроки идут по этой программе. А если у него этическо-нравственных основ нет, сможет он выдержать все это? Или там чревоводием начнет заниматься? Понятно. У меня вот параллельный вопрос. Я просто сам пока не до конца понимаю. Занимаюсь просто хатха-йогой. Может ли человек начать это открывать осознанно, неосознанно или еще как? Да не можно, а нужно. Он же этим только по мере занимается. готовности. Ха это управление ха энергией. Как без этого? Конечно, необходимо. Но преждевременно нельзя этим заниматься. По крайней мере, я имею в виду с энергетикой работать. А хатха-йога, в первую очередь, это 8 ступеней. Также первое это яма, не яма. То есть это этическо-нравственные ступени. И если их не пройти, а начать заниматься асанами пранаямой, то есть поднимать и очищать эти каналы, Вот это то сейчас это плохо. большинство людей яма не яма Вот не они пройдено. не понимают. Да, это очень опасно. демонюги на самом деле такие. Или самомнение там Получается, зашкаливает, что Всегда я это там- плачевно заканчивается. Если рассудить, картина получается, люди занимаются хатха-йогой, они идут по этому семиступенчатому пути. Они, получается, раскрываются нижней чакрой. И большинство людей, у кого нету этих фундаментальных знаний о яме и не яме, они просто становятся демонами. грубо Или говоря. демонами, Или просто погибают там. прожигают жизнь. Или же, ну, в лучшем случае они без толку жизнь прожигают. А у меня очень много людей там, знакомых, которые пренебрегали ямой, не ямой. Они в сумасшедший дом попадали, или у них отгорали каналы меридианы, то есть калеками становились, или погибали. Вот это кундалини поднимали когда? Да. А То есть если вы... энергии мощные, энергии большие, если человек не готов еще этически нравственно, он просто с этим не справится. А сверху вниз это как? А сверху вниз, когда мы верхний чакрам открываем и как бы получаем благословение богов и предков и помощь. Как мы его открываем? Это ответ на вопрос «я» или нет? Конечно. Это все яма, не яма, опять же. Так Да. вверх это или низ? Или это Нет, одно и то яма, же? не яма помогает сверху открывать чакрамы. И когда ты уже открываешь чакрамы, вот тогда ты уже можешь заниматься дыхательной гимнастикой. То есть ты не имеешь права заниматься дыхательной гимнастикой до тех пор, пока не прошел яму, не яму. Ну, я заметил, да, потому что когда раньше я сложным бэгом занимался, ой, там было и злоба, но когда же трасса закончится, там еще что-то, и какие-то достижения там они казались такими. Ой, Они какой все были крутой. построены на эгоистическом уме. То А есть теперь, человек да, двигало как бы поглубже сесть, как бы подольше продышать, там еще что-то. И совсем не было идеи о том, чтобы как-то развиваться куда-то в каком-то направлении, там, в каком-то самадхи или как-то еще. тело как не как инструмент воспринимался, а как я, значит, я себя должен. Амбиции, тщеславие. Нет, Прокачивать. эго потешить. Сейчас расслабился, наоборот, все еще лучше становится. Прошла определенная очистка просто и все. Это ушло. Другой уровень. Просто сейчас много шарлатанов на эту тему поразвелось, они называют себя йогами, а на самом деле они далеки от йоги. То есть, ну просто корысть свою тешат, тщеславие и какую-то охоту хотят с этого. Ну, многие искренне стараются, потому что идеи Это это очень фанатики. хорошие. Это ж в йоге точно так есть администратор, есть фанатики, а есть Если люди. человек, например, преподает хатха-йогу с лучшими побуждениями, но здравомыслие не использует, кому его можно причислить? К администратору.
Он администратор, он ведет за собой людей, только сам не знает куда. Вот да, есть такое дело.